Здесь попытались поработать с сосудистым лазером. Вот есть протокол, как нужно делать? Есть всегда, у каждой процедуры, у каждого лазера. Видим постпроцедурную гиперпигментацию. Разрешится хорошо, если доктор правильно понимает, как с этим бороться. Но судя по ее улыбке, или она еще не видела? Это нормальная реакция на лазерную шлифовку. Но если вот такая картина сохраняется спустя месяц, это проблема. Делали лазерную липосакцию. Ваше мнение? Большого распространения не получила. Объясню почему. И предложили склеротерапию. А нужно было? Здесь все показания для лазера. Друзья, всем привет! У нас новый выпуск, посвященный косметологическим, дерматологическим факапам. И сегодня у нас в гостях Егор Колоченко. Это доктор, который 20 лет на рынке практической косметологической, эстетической медицины Украины. Расскажите о своей клинике и чем вы занимаетесь. Спасибо, Эдгар, мне тоже приятно. Клиника Когерент — это моя клиника, и если кто-то знает, то ассоциирует меня и с клиникой, и с Ассоциацией лазерной медицины. Лазеры плотно вошли в мою жизнь 20 лет назад. Постоянно изучаю и стараюсь делать свою работу лучше всего. Насколько сейчас популярны аппаратные методы? Действительно ли они вытесняют инъекционно? Это чистая правда, да, потому что люди хотят эффект быстрее, легче, и поэтому запрос на высокотехнологичные процедуры, он растет. Вот нужно развенчать или подтвердить, не знаю, миф или высказывание, что чем дороже аппарат, тем лучше результат. Вот какая связь цены аппарата, специалиста и клиники? Не существует хороших и плохих лазеров. Если специалист подготовлен хорошо, лазер — это всего-навсего инструмент. Нужно уметь с этим обращаться. Это агрегаты 4 класса опасности. Хорошо, а какая разница между лазером за 30 и за, например, там 90? Когда разрабатывалась технология пикосекундного лазера, то есть это невероятно сложно сделать. И когда появились только первые лазеры пикосекундные, они стоили более 200 тысяч евро. Потом прошло какое-то время, и уже цена снизилась более чем в 2 раза. Если мы говорим о филлерах, об инъекциях, ну, есть топы, да, вот они звучат, их чаще колят, да, они дороже, но стремятся к этому. Среди лазеров такое есть или все-таки нужно искать там клинику или специалиста? Окей, смотрите. Основных типов лазера, использующихся в медицине, всего 8. Как он называется в виде маркетинга, это уже очень второй вопрос. Люди ждут от меня очень часто, какая модель лучше, вот этого производителя Ну, или да, этого? Да, да, ну, у всех вопрос, а какой купить? Тут же провожу аналогию с автомобилем. Какой автомобиль лучше, да? То есть тут уже предпочтение. Тогда объясните, пожалуйста, вот клиентам на камеру, почему разная цена? Цена у нас разная по одной простой причине. Наших докторов никто никогда не учил финансам. На рынке примерно 10% всего лишь клиник привлекают финансиста, а остальные строят свою ценовую политику по среднепотолочному. То есть как бы сколько за углом. Отсюда есть еще такая проблема, что зачастую там, где слишком дешево, там люди, как правило, экономят на оборудовании, на обучении. Именно там и множится осложнение. То есть вы можете видеть, открывается клиника, там вроде бы такое же оборудование. И это в разы дешевле, чем вы раньше ездили. Во-первых, нужно понимать, как он был куплен, как поставлен, и вообще какая цель у этой клиники. Зачастую эти аппараты покупаются человеку там, в подарок, еще как-то, не знаю, завозятся. И это все не просчитывается. Но хуже всего, что у такого специалиста, и мы понимаем уровень этого специалиста, у него же такие же и коллеги. Купить аппарат в принципе несложно, но это не сверх какие-то большие деньги. Там, я думаю, что в медицине 50 тысяч это не что-то такое мега очень большое. Это инвестиция приличная. Да, мы вот сейчас разберем и посмотрим осложнения, которые можно получить. То есть бояться нужно не лазера, в том числе и недорогого. Бояться нужно врача, который не понимает, с чем он работает. Что вы скажете? Обратилась с целью коррекции вот этого вот следа, оставшегося после какого-то удаления. Или, может быть, это что-то типа капиллярной мальформации по типу винного пятна. Потому что, исходя из цвета пятен, которые после, я думаю, что здесь попытались поработать с сосудистым лазером. Вот есть протокол, как нужно делать? Или зачастую это внутренние протоколы клиник? Смотрите, протокол есть всегда. У каждой процедуры, у каждого лазера. Беда в том, что через ассоциацию мы пытались просчитать, сколько людей обучено. Так вот, людей, которые обучаются, их не более 10%. Когда пациент смотрит в интернете картинку, он же видит что? До, после. А весь вот этот этап восстановления реабилитации, он выпускается. Обычно вот такие вот следы после сосудистых лазеров — это норма,
И вот такие вещи спустя дня 3-4 они проходят абсолютно бесследно. Ну, то есть такая ситуация может абсолютно спокойно И пройти. не это и остаться, есть да. протокол, да, то есть вот должен доктор объяснять не только, что он делает, а как этот пациент будет себя чувствовать завтра, послезавтра, послезавтра. Так, вот нашел такую картинку. Красиво. Это, скорее всего, был или микроигольчатый инвазивный РФ, или лазерная шлифовка фракционная. Мы здесь видим постпроцедурную гиперпигментацию. Эта ситуация, скорее всего, разрешится хорошо, если доктор правильно понимает, как с этим бороться. Вот в данном случае человек абсолютно честно в шоке от того, что с ним на следующий день или через какое-то время. Он на это не рассчитывал. Но, например, когда я провожу консультацию со своими пациентами, я всегда объясняю, что вы должны понимать, хирургические лазеры, они практически в 100% могут вызывать гиперпигментацию. Для того, чтобы это не было, не происходило, нужно кожу подготовить перед процедурой и подготовить после. И ничего этого не будет, пройдет очень безопасно, красиво. Но мы же не все готовы следовать рекомендациям доктора. Правда же? Такая банальная рекомендация, как солнцезащитный крем, да, клиент у нас всегда говорит, да. Ну, то есть если вот так выйти на солнце, то этот след может остаться А навсегда. он именно, ну, Или нет? скажем так, вероятность такая есть. Ну, правда ли, что лучше вот с лазером на лице работать не летом? То есть осень, зима, весна? Значит, это очень расхожий миф. На самом деле ни в одной инструкции, ни к одному лазеру вы не найдете рекомендаций, что избегать работы летом, а работать только в феврале или там в марте. Один из самых продвинутых рынков по лазерам — это Америка, в том числе Майами, где солнце круглый год. На сегодняшний день самый активный рынок, развивающийся с точки зрения лазеров, это Юго-Восточная Азия, где солнце сумасшедшее, не сравнить с нами. Там всегда есть оговорка. Нужно не подвергать кожу воздействию ультрафиолета. Но это касается и зимы. То есть у меня есть пациенты, которые, например, зимой говорят, мы хотим зимой, но послезавтра я планирую поехать в горы кататься на лыжах. Ситуация будет точно такая же, если не защищать кожу. Ну, точно такая же. То есть тут нужно понимать, не лето есть проблемой, ультрафиолет есть проблемой, и нужно просто защищаться солнцезащитой. Не защищалась. Это не защищалось. Ну, то есть это как бы вариант нормы или это считается осложнением? Все зависит от того, сколько времени спустя. Вот на фотографии, которая справа, видно, что барышня в чепчике. Стало быть, это сразу после процедуры. Да? Это норма. Но судя по ее улыбке, или она еще не видела, Или не знает. или... да. Это нормальная реакция на лазерную шлифовку. Но если вот такая картина сохраняется спустя месяц, это уже проблема. Хотя эритема после лазерной шлифовки может наблюдаться, стойкая эритема, до 3 месяцев. У небольшого процента людей, к счастью, примерно у 5, но наблюдаться может. Это, наверное, возрастных, да? Нет такой прямой зависимости. А это, скорее всего, делали лазерную липосакцию. Вот ваше мнение по поводу лазерной липосакции? В моем понимании, так же, как и в вашем, главное в этом словосочетании слово «сакция». То есть эвакуация содержимого. Разрушать можно чем угодно, главное эвакуировать. Есть лазерное лечение гипергидроза, лазерная липосакция. Ни то, ни другое большого распространения не получило. Объясню почему. Под кожей лазер должен работать в квазипостоянном режиме, то есть он постоянно дает энергию. И тут очень важно, чтобы доктор не прекращал двигаться. Как только он остановился, энергия расплавляет ткани, и там подкожная клетчатка, она не заживает, это превращается в большие достаточно дефекты. Таких картинок можно найти очень много. Вот если вы сейчас выйдете, то там Ну, кстати, много. Много и как-то немного. Ну хорошо, вот есть картинка. синяки. То есть не лазер. Ну, если его не били лазером, то... Хорошо, так. Среднее мировое количество осложнений от лазера 5%. О, вот это уже 5%. интересно. Ну и при хирургии 5%. Эта девушка пришла ко мне в клинику, значит, какие у нее были претензии. То есть она где-то пошла с жалобой на вот такие вот сосуды, достаточно незначительный сосудистый рисунок на ногах, и ей предложили склеротерапию. А нужно было? Я вообще считаю, что склеротерапию сосудов, диаметр которых меньше иголки, делать не нужно.
То есть здесь все показания для лазера, но ей почему-то предложили сделать это инъекционно. С этой стороны у нее, видите, вот коричневая пигментация после введения склерозанта. А с этой стороны у нее возникли даже рубцы с корочками, с некрозом. Я с ней работал больше года. На сегодняшний день, ну, совсем другое качество кожи, да? То есть даже вот такие дефекты можно исправить, если все делать правильно. Но мы делали правильно. Сосудистым лазером поубирали сосуды и убрали и пигментацию. Круто, спасибо. Сложная тема, да? Но она интересная, безумная, потому что мало информации. А колоссальнейший объем информации по поводу филлеров, инъекций. И по факту ноль информации, даже, кстати, по осложнениям по поводу лазеров. Даже Ну, бывают ли осложнения после эпиляции? Мне вот интересно. Конечно, бывают. Какие? Когда- Ну, потому что это, мне кажется, самое распространенное. Когда, да, на сегодняшний день это не самая, но вторая по распространенности. А первое? Первое — это различного рода это омоложение. Это в мире и у нас так тоже. На самом деле, когда-то, много лет назад, где-то примерно в 2006, наверное, году, я был приглашен на 1+1, и они как раз, у них была тема, посвященная лазерной эпиляции, обсуждались различного рода мифы. И они говорят, вот, есть миф, что после лазерной эпиляции бывают рубцы. На тот момент я говорю, я ни разу не видел. Если у кого-то есть, придите, покажите. Мне было интересно. Никто не пришел, никто не отзвонился. За последние 2-3 года в Фейсбуке, ну просто в общем доступе вы вряд ли найдете, но в Фейсбук-группах у меня есть в коллекции уже 4 случая реальных рубцов после лазерной эпиляции. В чем причина? Чаще всего это, первое, пациент не слушает рекомендаций и загорает. Второе, специалист, который работает с аппаратом, не понимает, с чем он работает. Использует слишком высокие параметры для данного фототипа. Ну, чтобы побыстрее. Чтобы побыстрее, чтобы пожестче, да, чтобы люди ж думают, знаете, как если не больно, значит ничего не происходит. Да. Это такой крайний уже степень. А чаще, конечно, речь идет о различного рода пигментациях. То есть если это коричневая пигментация, это более поверхностный ожог, это легче. Если это депигментация, это намного сложнее. И, как правило, это может остаться даже. Поэтому, друзья, если у вас есть подобные случаи, фотографии, видео, ссылки, присылайте нам, мы их рассмотрим, прокомментируем. Вы можете напрямую связаться с клиникой Егора Колодченко. Мы обязательно в ссылке оставим контакты. Всем спасибо, я более чем уверен, что вам понравилось. Спасибо, Игорь.